Всем привет! Если углубляться в корень вопроса, почему в России китайские машины стоят в 2 или в 4 раза дороже, чем в самом Китае, то мы выйдем на целую массу причин. Прежде всего, это расходы на перевозку, логистика, таможенные пошлины с обеих сторон, другие налоги и хотя бы небольшой интерес дилера, чтобы не продавать машины в убыток. Как заявляют эти самые дилеры, прямо сейчас они отдают машины почти в ноль. То есть зарабатывают минимально, так как цены и так высокие. Если еще урезать свой процент, то автосалон можно закрывать, так как прибыль он получать не будет. Я дилерам, конечно, не верю, но если в теории их понять, то какой предприниматель из любой области станет работать за бесплатно и себе в убыток? Правильно, никакой. Но мой сегодняшний вопрос адресован не к дилерам, а больше к чиновникам. Вот у нас сейчас постоянно в прессе муссируются разговоры о том, как депутаты и различные министры обсуждают создание народного автомобиля дешевле Лады Гранты. Но приходят к выводу, что Гранта уже самое дешевое и простое, что можно сейчас выпускать. И к новостям шинного рынка. В сегменте АТВ появилась интересная новинка – шины для квадроциклов Kama Quattro ATM от отечественного производителя Kama Tires. Эти шины вполне могут стать отличной заменой иностранной продукции. Всего линейка будет представлена 18 позициями, с посадочным диаметром 12 и 14 дюймов. Из явных плюсов эксплуатация шин возможна и летом, и зимой. Чисто теоретически возможно вернуть на конвейер условную семерку. Но это огромный откат назад, потому что она не выдерживает никакой критики в плане безопасности, комфорта, экологических стандартов. Да и в любом случае, даже если плюнуть на все это и вернуть к жизни ВАЗ-2107, то за 200 тысяч его все равно продать не выйдет. Придется вкладываться в переоборудование производства как минимум. Поэтому АвтоВАЗ зарядил бы ценник в районе $500 000 рублей за семерку. Ага. Но давайте вернемся к тому вопросу чиновникам, который я хочу задать. Если так важно обеспечить россиян доступными, современными и безопасными автомобилями, то почему бы не снизить таможенные пошлины и другие сборы? Хотя бы временно. А дилеров, которые бы воспользовались ситуацией и оставили цены такими же космическими, реально привлекать к ответственности, вместо выражения обеспокоенности происходящим. Но ничего этого не происходит. Гранта успела уже несколько раз подорожать за полгода. Москвич и большинство других китайских иномарок стоят больше 2 миллионов рублей. Получается, что пока всех и все более-менее устраивает. К слову, покупателей тоже, так как несмотря ни на что, машины же продолжают продаваться. АвтоВАЗ вот даже план перевыполняет пока. Никто эту кормушку закрывать не будет. На сегодня она выгодна, во-первых, государству. Пошлины идут в бюджет. Во-вторых, АвтоВАЗу, на который хотят пересадить всех. Ну а расплачиваться, как всегда, будем мы. Ездить-то на чем-то надо. Так что не видать нам дешевых авто. Из Японии только 200 тысяч в год завозят. $500 000 в среднем поборов на авто. 1 100 000 000 цена вопроса. Это только Япония. Именно поэтому народного авто не будет. На него столько не накрутить. Если бы АвтоВАЗ не лоббировал повышение поборов и удержания цен выше его, может и цены бы немного снизились. Сейчас на любой китайский автомобиль где-то лям тупо сверху накинут. Как пример Хавейл, плюс лям на все модели. Москвич планировали продавать по миллиону, но добавили плюс 2 миллион. Каи от Автотора презентовали от 930 тысяч, а выставили в салоны от 2 миллионов. Даже без серьезного снижения пошлин и поборов можно ценник снизить. Только это никому не нужно, скорее наоборот. А как считаете вы, нужно ли возродить производство семерки? Пишите в комментариях.